Привет всем хорошим людям и добро пожаловать на канал Custom Truck. Сегодня Зилотах. Вы все постоянно кричите, что мы забрасываем проекты, но мы никогда этого не делали. Не считается Прага, к сожалению, еще пару проектов, которые мы, можно сказать, забросили. Потому что они не имеют логического продолжения. А если проекты имеют продолжение, то, естественно, мы их делаем и доделываем. Прошу обратить на это внимание. Все почему-то вспоминают недоделанные проекты, но никто не вспоминает доделанные проекты. Очень много техники у нас возвращено к жизни. И очередной проект, который был возвращен, это погрузчик. Серия с ним будет выходить чуть-чуть, наверное, позже. Может быть, она уже вышла. Я не знаю, когда выпущу эту серию с Зилотахом. Но суть в том, что мы продолжаем сегодня Зилотах. На нем нужно сделать дворник. Я не знаю, как это все замутить. Сейчас будем с Лешей загонять его в гараж и пытаться добивать эту тему. Будем, скорее всего, ставить привод от Шишиги верхнего плана. Он у меня есть, и попробуем его примудрить туда. А что с этого выйдет, вы уже совсем скоро увидите. Вам приятного просмотра. Не забывайте, если у вас есть возможность, поддержать нас на Бусти. Это нас мотивирует и нам помогает строить интересные проекты. Так что вам всем огромное спасибо уже, кто нас поддержал. Ссылки в описании. Если вам интересно, то проходите. Каждые 2-3 дня я на Бусти закидываю интересные видосы о том, что у нас происходит в гараже. Завариваем чай, печенье, а мы начинаем. Только заехал вовнутрь, сразу темно, Опять нам придется работать в темноте. В темноте мы пляшем танго. Ладно, надо подумать, как эту систему нам изобрести. Сейчас я достану привод, мы все посмотрим, перекрутим и примем решение. Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточены передовые производства, около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Case Guru создана в Тюмени? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Case Guru. Экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Case Guru Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень — это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай — это производство и масштабирование. Яркий пример подхода — линейка наушников Case Guru CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка — наушники клипсы Case Guru, клип с анатомическим удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Case Guru Clip есть ИИ шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума, кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Case Guru X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Case Guru Sport – универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте мой промокод TRACK6 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Case Guru и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. Перегнали мы Зила все-таки на улицу, потому что внутри там темнота. Попытались что-то делать. Понимаем, что вообще ничего не видим.
решили делать на улице. Вот такой у нас есть привод от ГАЗ-66 дворников, который мы хотим установить в зила вот туда, примерно ну, по 40 сантиметров от центра. По сути, получается по центру. Но нюансов столько много, что не знаю, как нам попасть. Поэтому решили начать с того, что выпилим внутреннюю панель над стеклом, над лобовым стеклом зилка и попробуем там что-то уже по месту смотреть, мудрить, примерять. Потому что пока что у нас внутренняя панель этого не позволяет делать. Так что выпиливаем. Внутри мы уже здесь все заложили. И по сути готовы пробовать. Вот, нам нужно удалить вот эту панель, чтобы у нас был доступ. Ну, мы тут навеселились уже, друзья. Это трындец. Но есть результат. Видимо, у нас получится установить шишиговский привод. Вот так это выглядит. Выпилили мы эту часть, вы видели. И уже даже вварили один чопик для крепления дворника. Вот. Сам моторчик тоже здесь вот закрепили. Еще к крыше приваримся, если что. Ну и сейчас будем сверлить отверстие для второго вот этого направляющего валика. Он у нас вот здесь будет стоять. И вот так это выглядит. Вот, мы здесь немного не попали. Вот, поэтому придется заваривать, видимо, это отверстие. Но с этим ничего не поделаешь. Я и так рад, что оно вот относительно все красиво так пока что получается. То есть главное, чтобы хватило нам места здесь для вращения. И, соответственно, здесь вот тоже придется заваривать то, что мы наварили лишнее. Но, то есть выпилили лишнее. Нужно будет, видимо, заварить. Но, может там... Нет, чуть-чуть надо будет мимо, да? Ну. По-моему, чуть-чуть промазали мы. Акела промахнулся. Но бывает, бывает. Видишь, поспешили чуть-чуть. Надо было сначала сделать одну, а потом относительно ее делать вторую. Ну, сейчас делаем второе отверстие. Делаем вот таким вот парксайдовским грызилкой. Бормашинка. Бормашинка. Юрис нам когда-то подарил такую вещь, которая периодически нам пригождается. Мне в ушах, я не могу, просто жуть какая-то. Ну, грызет она знатно, блин. Ну, выкидывает ее прямо из рук, кажется, что намотает тебя на нее. Мы приварили второй сюда чопик и столкнулись с такой проблемой. Решили проверить, блин, подать ток. И вы знаете, моторчик, который у нас стоял, оказался катастрофически заржавевший. Вот, настолько заржавел, что ну, невозможно его восстановить. Вот. И пришлось нам покопаться в закромах. Был найден альтернативный моторчик, а именно вот такой, да, не в идеале, но рабочий. И сейчас я вам продемонстрирую наш шедевр. Придержи там, Леша. Вот так это работает. Работает. Это было очень тяжело все выставить, вымерить. Я не верил, что это возможно, но у нас получилось. Еще у нас нужно коротенькие дворники тоже делать самодельные, но без этого никак, вот без таких вот изобретений в этом деле. Но важно, что уже они хотя бы есть. Сейчас мы переделаем верхний кронштейн, его тоже там прихватим сваркой. И все, у нас будет привод дворников готов. Это радует. Друзья, у нас внезапно снег, и в принципе все получилось. Вот так вот варили мы. Сейчас осталось только изнутри там подчистить немножко. Привод тоже прихватили вверху, но закончилась кислота, к сожалению. Еще не верится даже, что через 3 дня будет прям жара.
Но вот такая погода. Мы установили наши дворники. И сейчас, ну, привод дворников. И сейчас занимаемся прокладкой проводки туда. Наверх у нас будет идти подсветка кабины. Ну, такие, плафончик будет стоять. И второй провод будет идти на дворники. Мы перегнали наш зелотах и готовим его к мойке. Сейчас наша задача будет тщательно его отмыть и подготовить к покраске. Ну и рано или поздно мы займемся нашим мазокраном. Он тоже требует покраски. Нас постоянно выручает. И это была очень-очень хорошая и выгодная покупка. Первый этап пройден, снизу помыто все днище. Ну а следующий этап — это наружка, тоже большой объем работ. Все на колодках, подставках. Сейчас снимаем задние фонари, фонарь заднего хода. И будем заниматься рамой. Очищать барабаны, рессоры и так далее. Все, сзади все снято. И теперь снимаем вот эти резинки. Они в очень плохом состоянии, и мы их будем менять. Зачистил раму, мосты, рессоры, крылья. Прошел раму в 2 легеньких слоя. Красота. Подкрылки в гравитексе. Вот такая вот красота. Потихоньку преображается зелок. Друзья, пока меня не было здесь пару дней, Леша усиленно трудился и достиг определенного результата. Он замыл частично крылья, покрасил частично раму. Сейчас мы будем еще зачищать вот эту внутреннюю часть. Это, конечно, такое себе будет удовольствие. Вот. Но и по кабине немножко подзамыл. И сейчас нам нужно двигаться дальше. Объем работ, который нам нужно проделать, колоссальный. Это кажется сейчас бах-пах-пах, но нифига так не работает. Вот, поэтому будем сейчас, хочу заварить, вот здесь нам нужно заварить моторный щит. Немножко у нас, вот можете даже видеть, там светится улица. Вот, это нужно сделать тоже, потому что идет, ну, как бы ради шумоизоляции. Вот, это моторный щит, объединенный с зиловским моторным щитом, получается вот такая дырочка. Но мы сейчас ее заварим, заделаем, будет все аккуратно, красиво. Вообще супер. Ну, профессионал работает, ёпта. Бомба. Так герметом пройдем аккуратно, ну вообще будет. Ну вот, друзья мои, закончил я эту перегородку. Там тоже все заварил. Сейчас пройду герметиком шовным, все аккуратненько, и будет красота. Ну, пришлось повозиться, блин. Кажется, что сейчас тут заварю, но очень-очень все вывернуто, знаете. Латку эту подгоняешь по 5 раз.
Ноги уже болят, потому что запрыгни на зилка, это, знаете, такое себе. А если это сделать 10-15 раз, а если 30, то уже просто офигеваешь. Ну, сейчас пройдусь герметосом, все будет красиво. В принципе, доволен работой, меня устраивает. Ну и параллельно красим диски. Зачистили, пришлось вымучиться здесь, конечно, от души. Но результат будет. Когда красит специалист, результат неизбежен. Хороший Да? результат. Да. Результат неизбежен. Хороший он или не очень, это уже не нам решать. В общем, работаем, трудимся. Продолжаем зачистку рамы, потому что здесь мы не достали. Ну и наши диски уже загрунтованы. Вот такие красавцы. Их будем красить в серебро. Красиво будет, как в иномарке. Ну и там проблема у нас с Volvo, друзья. Масло в тосоле. Нужно разобраться с теплообменником. Ну и тут, как всегда, турбину снять не можем. Нужно все раскручивать. И это создает проблемы. Здесь большая какая-то плита, откручиваешь ее, и там теплообменник. В нем нужно поменять две резинки. Вот обычно теплообменник выживает, а вот резинки там больное место. Так что сейчас сражаемся с турбиной. Замывка перед покраской самый интересный момент. То есть ты уже финально готов морально, потому что скоро это будет выглядеть очень красиво. Турбину сняли, но пришлось ее половинить. Чем это закончится, пока непонятно. Вот, соединили эту часть, которая отвечает за холодный прогрев мотора. Вот так выглядит коллектор. Ну и наш зилок. Там заварил, все герметиком заклеил. Вот. И закрасили черной красочкой. Аккуратно будет. Сейчас займусь заваркой вот этих старых отверстий от дворников. Их нужно тоже заварить. Но это несложно. Пятачки сейчас сделаю. Заварим. Вот, моторный отсек теперь уже, я уверен, что здесь все хорошо у нас. Ну и будем замываться и будем красить. Такая красота. Сейчас еще будем лаком задувать. Зилотак будет просто бомбический аппарат. Да, Леш? Да. Но по Volvo нужно еще снимать компрессор. Так, не подлезть. Тоже сейчас будем заниматься здесь параллельно. Потому что вот там болты вот этой крышки. Вот крышка огромная. На весь мотор. Вот там болты, которые нужно, к сожалению, тоже откручивать. И, наверное, эта штука мешает. Вам покажу. Леша замывает уже крышу. Здесь тоже внутри сняли резинки все. Сняли обшивку. Вот будем тоже здесь красить. И сейчас моя задача выровнять вот эти вмятины по максимуму. Выстучить обратным молоточком. Сейчас будем привариваться и потихоньку их вынимать оттуда. Ну, пойдем глянем, что там у Юры. Сдвигай. Вот он, теплообменник, а вот они трубки, ой, резинки красные, Юра. Там можно гильзы посмотреть, кстати. Да. Посмотрите здесь, ребята. Есть Здесь ли масло? всё. Нету масла. Вот. А вот что-то есть. Вот. Не, это термостат твой. Куски. Не. его. Либо это резинки куски. Вот какая-то фигня. Ну ладно, не суть. Вот, термостата тут много. Здесь какая-то красная. Слушай, гильзы у нас просто в идеале. Ну, мусора тут, конечно, туча. Смотри. Кто придумал такую конструкцию, блин? Это ужас.
Ну, это ходит миллионами, наверное, Вот. это правильная конструкция. Снялась? Вот та сторона снялась. Ну, просто сильнее. Ну не хочется ж, не знал, что. Сейчас масло польется. Как тут резинки? Нормальные резинки, да? А тут где резинка? Ну. Мне кажется, они не текли. Да? Так плотно было все. Ну, хз. Хз, блин. Что бы ни случилось, надо шпаклевать. Лёша менял масло, и мы вот здесь налили на выезде. Посмотрим на его реакцию. Сейчас придет, испугается или нет. Что мне не сказали, что что-то льется? Пошел смотреть, что ж там льется у него. Он уже звонит в сервис BMW, стоит по телефону. Здравствуйте, у меня такая проблема, я отъехал и лужа масла. Они говорят, что они говорят? Они Алло, Что? wir telefonieren Service. Guten Tag! Warten bitte. Ich rufe dich noch einmal. Мне кажется, это вон с той канистры. Дима, с какой это канистры было? Нет, ну так ходить нельзя. Почему? Это Юрина была мы. Ну, здрасте. Попадетесь, попадетесь. Я сказал, что BMW Все нормально, Леша уже осознал. Ну, наверное, да. Попросим у него видео прощения за такую шутку. Нельзя так шутить, согласен. Но в момент, когда ты осознаешь, что это шутка, ты просто получаешь такие положительные эмоции. Да, Дима? Согласен. Ладно, Леш, не обижайся. Прости меня, пожалуйста. Я тебе просто хотел отомстить за то, что ты газовал. Да, это жестокая шутка. Шутки шутками, но надо работать. Замываем крылья. Еще нам осталось вот там вверху замыть и левую дверь. Леш, мы успеваем сегодня покраситься? Да, Отлично. Как у тебя настроение? хорошее настроение. Отлично. Боевое. Он готовит план мести. Вот, а Юра там готовит глушитель для Volvo. Ждем запчасти, все разобрали. Кстати, теплообменник проверили, он в порядке. Вот, будем пробовать все это собирать обратно. Все, мы замыли нашего зелка. И уже начинается ответственная работа по оклейке. Там Дима у нас работает. Я же сейчас начну оклеивать с этой стороны. И потихоньку будем продвигаться. То есть тоже хотим покрасить вот здесь моторный отсек. Эти вещи, чтобы все было красиво. И все покрасим внутри. Тоже, чтобы было красиво. Делаем максимально хорошо. А еще лучше получится само. Да, Дима? 100%. Или там как-то по-другому было? 100%. Все. Я верю в наши силы. Ну и зацените привод дворников. Ну тема же. Красим направляющее устройство для зацепа прицепа. Наверное, так это называется. Ну и почти уже оклеили зелка. Работаем. У нас финишный этап перед покраской нашего зелка. Красим мипой. Моя любимая краска. Но это не реклама, она такая на любителя краска. Но мне нравится ее оттенок. Нравится, как она ложится, она такая мягенькая. Ну, классная краска. Сейчас Леша будет задувать. У меня так болит нос, что я уже вообще здесь просто сопли плывут. Мой организм, к сожалению, отказывается
работать с лакокрасочными материалами. Особенно с зачистными. Вот, сразу становится плохо. Ну что, сейчас задуем, будет красавец. Следующее, что нам нужно будет делать, разобраться с передними колесами. И, собственно, все. Сейчас, когда Леша покрасит заднюю часть рамы, крылья точнее, то мы туда ставим колеса, а передние снимаем. Красим передние колеса, закидываем. К этому моменту высыхает краска, и мы выгоняем зилка и кайфуем от его красоты. Ну, это так, по плану, а там посмотрим, как получится. Показал Леша, как красить, пусть красит профессионал, пусть учится. Он уже умеет делать любые виды работ, и я думаю, он только-только совершенствуется. Все, друзья, закончили мы. Ну, с зилком мы возились поменьше. Порядка, наверное, часик. Правда, Леш? Ну, задували, да. Не больше, да. Быстренько задули. И красота. Почему? Потому что все-таки объем здесь покрасочных работ поменьше. На погрузчике везде нужно залезть. Вот, параллельно, пока ждем запчасти, покрасили в Volvo бампер. Тоже, смотрите, сразу красавица какая стала. Вот, ну и что еще хочу сказать. Сейчас мы установили диски. Я немного сомневаюсь пока что, но вроде красиво. Немножко как бы гламурно, не совсем по-зиловски, но обязательно поделитесь вашим мнением, что думаете. Красиво это или это все-таки колхоз? Вот, но я вам честно скажу, через камеру смотрится вообще обалденно, но вживую чуть похуже. Ну, сейчас наша задача следующая, это покрасить передний мост, вот эту всю часть барабана, и покрасить передние диски, потому что на том этапе это было опасно. Вот, ну а сейчас мы их зачистили, лежат, красавчики. И сейчас Леша покроет внутри черным, потом переворачиваем, зачищаем и красим серебристым. Ну что, прошли зад, тоже здесь частично подкрасили седуху, глушак, раму, подножки. Также прошли здесь переднюю часть моста и бампер. Тоже покрасили. Ну, не обращайте внимания, солнце светит, у нас здесь пылюга. Мы тоже нифига не видим. Вот, с этой стороны тоже подножки, бак. В общем, посвежили. Ну и диски. С этой стороны не видно их, ну, не знаю. Ставим наперед. Завтра будем смотреть. Так что, до завтра. Так, у нас процесс покраски зилка продолжается. Здесь Леша трудится, там Юра. А еще к нам присоединился Валентин из Германии, друзья, приехал. Валь, что тебя побудило приехать к нам, скажи? Сцена сливания солярки. Да, он, кстати, предусмотрел это. Помог нам с насосиком. Вот теперь у нас будет насосик, которым будем перекачивать топливо. Но он не всегда удобен, потому что нужно часто идти за аккумулятором, нести аккумулятор. Мы привыкли по старинке, давай. Просто слил, да и все. Что успел, то слил, то наше. Ну, Валентин приехал, помогает нам в гараже. Огромное ему спасибо, что вот неравнодушен и, скажем так,
взял и приехал. Хотя ему нужно было ехать до нас сколько? Километров 400, да, в одну сторону? Да, 400. Да, а вообще в целом из Германии, естественно, дальше. Но он сюда приехал к родственникам. 800. Да, и решил заехать к нам в гости. Так что огромное-огромное ему спасибо. Но мы продолжаем работать. И скоро уже зилок будет готов и будет очень-очень красивый. Все, диски покрашены. Красота. Леша у нас, конечно, красавчик. Молодец, Леша. Ну, классно, молодец. В душу вложил. Прелесть. Сейчас будем ставить. И здесь Валик еще приволок нам кое-что интересное. Очень интересно. Во-первых, Юрий подарок. Немецкая магнитола. Ну, а нам вот такие шампура, смотрите. С нашим оригинальным логотипом Custom Track. Круто. Нержавейка из Германии. Пожизненная гарантия. Давай. Так, точно. Спасибо тебе большое. Колеса не будете протыкать, и будут держаться. Спасибо большое. От души огромная благодарность. От души на душу. Да, класс. Ну, продолжаем работать, да, двоечники? Молчат, боятся слова сказать. На заднем плане погрузчик, мы тоже им занимаемся потихоньку. Устанавливаем направляйку для зацепа прицепа. И в следующем видео отправимся в рейс. Да, Леш? Повезешь контейнер? До элеватора максимум. Почему? Как обычно, типа, да? Не, мы его испытаем. Надо просто нам покрасить его, сделать все, чтобы было красиво, по красоте. А потом поедем испытывать. Так, ну что ж, стекла мы отмыли, там подкрасили резинку, и осталось нам закинуть зеркала. Дворников пока что поводков еще нету, но мы купим фары, собрали, и можно выезжать. Все, наконец-то закрепили зеркала, будем выгонять. А хорошая работа должна завершаться хорошим обедом, да? Сегодня у нас на обед шашлычок. И огромное спасибо Валику за вкуснятину. Да, смотрите, какой подарок. Custom Track. Да. Ну как они? Хорошо жарится на них? Мясо, наверное, вкуснее Отлично. будет. Отлично, намного вкуснее. На Да. 100% сразу. Так что сейчас обедаем и выгоняем, показываем вам то, что мы натворили с Зилотахом. Наконец-то мы выезжаем. Долгожданный момент. Я сам не видел, как Зил выглядит на улице, но мне кажется, он будет выглядеть обалденно. Чуть-чуть запылился уже внутри, но тем не менее красавчик будет по-любому. О, я уже чувствую, какой он красивый. Обалдеть, но нужно еще немножко нам будет пройти колеса, блин. Вот так красота, конечно. Эх, какой красавчик. Леш, переедь вот так и задом туда его. Забыли фонарик поставить. Ух, Зил красавец, конечно. Вот это красавец. Настоящий аппарат. Да, тоже столько трудов вложено в него. Основное уже позади. Осталось нам только немножко вот доделать салон. И, конечно же, уже кататься на нем и кайфовать. Ну, я больше, если честно, кайфую от того, что он просто у нас есть. Леш, выйди чуть-чуть сюда лучше. Чуть-чуть. Но слишком глубоко там. Ну, пусть стоит. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Огромное всем спасибо, что вы были с нами. Огромное спасибо за поддержку. Не забывайте подписаться и поставить лайк. Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути. Всего самого наилучшего. Увидимся в следующих сериях и всем пока. На заднем плане погрузчик. И с ним серия будет в воскресенье. Следующая. Мы сейчас доснимаем серию с ним. Нужно еще мелочевочку доделать. И обязательно вам покажу. Все. Всем пока.